Всем доброго дня, меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такую модельку слитков, тапочек для дома. Вяжутся они просто, легко, платочной вязкой и из квадрата. Справится даже начинающая рукодельница, которая владеет только лицевыми и изнаночными петельками. Опытным же мастерицам будет данная моделька как напоминание о существующих моделях из квадрата и прямоугольника. Вяжется просто, быстро, буквально за вечер под хороший фильм. Если вам интересно, как вяжется вот эта модель, оставайтесь со мной, а я вам подробно покажу. Для вязания данных следочков я взяла вот такую пряжу. У меня это пехорка детский каприз. Также мне понадобятся спицы номер 3, игла для сшивания и крючок, если вы прячете хвостики крючком. Так, давайте приступать. И для данного слитка я связала два вот таких одинаковых квадрата. Один уже у меня собран, и что по второму квадрату. Как я его вязала, как набирала петли. Значит, вязала я в 2 нити. Набирала на спицы 42 петли, что у меня в готовом виде слитка получается 23 сантиметра. Откуда я взяла эту цифру? Да? Давайте, если посмотрим на манекен, он у нас выглядит вот так, на 23 размер ноги. Стопа обычно составляет наша вот здесь от крайней верхней точки пятки до крайней точки нашего пальчика большого 23 сантиметра. Это если вяжется, как я, на 37 размер, да? И это с одной стороны. А у нас две стороны нашей стопы. У нас получается 46 сантиметров должно быть, да? И при хорошем раскладе убираем примерно 10% на растяжение, поскольку это платочная гладь, и она прекрасно тянется. И если убрать 10% из 46 сантиметров, у меня получится 4,6 сантиметра. И я округлила до 4, и у меня получилось до 5 округлила я. И у меня получилось 41 сантиметр, да? И, соответственно, отсюда уже 22 петли. У меня в 1 сантиметре 2 петли. 41 мы делим на 2 и получаем 20,5 сантиметров, да? И я набирала, соответственно, 20 сантиметров наборного полотна нашего основного, да, и 2 петли кромочные. Отсюда у меня получилось именно 42 петли, что у меня составило 23 сантиметра. И вязала обычной платочной вязкой, заканчивая каждый ряд, последнюю кромочную провязывала изнаночной. И для того, чтобы у нас получился квадрат, в высоту также мы вяжем 23 сантиметра. И проверяется квадрат у нас вот таким вот образом. Если он складывается у нас одинаково, то в принципе вы связали одинаковое количество в сантиметрах. Здесь все просто, банально, никакой больше математики высшей вам знать не нужно. И теперь мы начинаем собирать наш следочек. Нам понадобится еще к этому делу помпон. Вот так он у меня пришит в этом следочке, да. И сшивать я буду, естественно, такой же ниткой такого же цвета. Но поскольку я вязала здесь в 2 нити, то сшивать я буду в 1, чтобы получился более красивый такой шовчик. Выглядит он у меня вот так. Нигде не перекошено, ничего, абсолютно ровно. И пяточка, да? Ну, в принципе, сшивать можете так, как вам нравится. Можете в 2 нити сшивать. Это уже дело вкуса. Сшивать я буду по лицевой стороне. Можно также по изнаночной, если вам так сподручнее. Здесь вообще выбор за вами, каким методом сшивать ваше полотно. И здесь нам нужно отступить для высоты пяточки нашей. У меня это 8,5 сантиметров. Вот здесь у меня идет стопа, да, сама. А здесь высота пятки, вот по этой части, вот. И она у меня составляет 8,5 сантиметров. Если вам нужно повыше, да, вы берете больше высоту. Если пониже, то, соответственно, меньше сантиметров.
У меня это 8,5. Отмеряем здесь у нас на моих 8 сантиметров. Я отмеряю 8,5. У меня это получается вот здесь, да. И начинаю уже сшивать. Сшивать, повторюсь, я буду по лицевой стороне. Здесь мы уравниваем, чтобы наши стороны смотрели ровно. Вот наш кончик нашего слитка. И завожу изначально спицу я в изнаночную сторону, чтобы спрятать сам узелочек на нитке, да, хотела сказать на игле. На нитке я уже завязала такой узелок, да, чтобы закрепить. Протягиваем нашу нить и начинаем сшивать. Сшиваю я вот таким следующим способом. За первую дужку, которая к краю, к лицевой стороне, провожу иглу. Вот так. Вот она, моя дужка, да, провяжу и вывожу. Таким вот образом с этой стороны. И вот так вот завожу обратно же на себя, тоже под крайнюю дужку, которая у нас смотрит на лицевую сторону, и вывожу уже с обратной стороны мою нить. И так повторяю сшивание до конца нашего слитка. То есть вот до сюда, да. Сшиваем таким образом пятку и сшиваем подошву. Я уже сшила следочек, пятку и стопу. Получилась у меня вот такая конструкция. Теперь мне нужно сложить вот этот уголок таким образом, чтобы наш уголочек лег параллельно нашей ножке, да, стопе. Это у меня правая нога. Он немножечко завернут в эту сторону. На левую ножку нам нужно его завернуть на эту сторону. Делаю это следующим образом. Здесь в начале, да, где сшивали, загибаю и уже выравниваю по максимуму, да, вот таким вот образом. Чуть-чуть не дорезала, не срезала вот здесь ниточку, но это потом уберется. И сейчас мы пришиваем наш помпончик. Пришивать я его буду вот сюда, любым удобным способом для вас. Помпоны у меня вот такие, для творчества и рукоделия, есть в любом магазине, в принципе, и на Валберисе тоже. Как правило, я пришиваю помпон, завожу нить с изнаночной стороны, иглу с нитью, и просто пришиваю помпон. Вы же можете это делать любым удобным для вас способом. И уже после пришивания помпона и сборки наших следочков, вот такие следки у меня получаются. Здесь уголочек идет на косую, как вы видите, симметрично. Один к одному сзади выглядит вот так. Если вам нужно больший либо меньший размер, то, соответственно, величину квадратов вы уже вывязываете той длины, которая вам необходима. Я надеюсь, была для вас сегодня полезна. Если это так, ставьте этому ролику пальчик вверх. Не забывайте подписываться на канал. Будет выходить еще для вас много интересных и полезных видео. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока.